Тайны семи морей. Истории самых знаменитых кораблей-призраков. Загадки прошлого, в которых переплетается реальность и мистика, от летучего голландца до человека из Медана. Уже много лет истории о духах кораблей, погибших при загадочных обстоятельствах, не дают миру покоя. По мотивам самых знаменитых легенд пишут книги и снимают фильмы, а люди стремятся хоть одним глазком увидеть их главных героев. Однако кораблями-призраками называются не только суда, которые, подобно летучему голландцу, возвращаются в наш мир после гибели. Зачастую к ним относят обычные шхуны, пароходы и яхты, обнаруженные посреди моря без экипажа. Яркий пример — Мария Целеста, с которой в XIX веке куда-то пропала вся команда. За долгие годы у истории о кораблях-призраках появилось множество версий. Провести грань между правдой и выдумкой зачастую сложно. В рамках «Месяца морей» вспоминаем о самых знаменитых морских легендах и пытаемся разобраться, что же в них происходило на самом деле. Летучий голландец, легенда о таинственном корабле «Летучий голландец» знаменита не только среди моряков. Она давно и прочно закрепилась в культуре. Например, на ее основе Рихард Вагнер написал свою знаменитую оперу с тем же названием, а образ судна использовался в серии «Пираты Карибского моря» от Дисней. Существует несколько вариантов легенды, но есть среди них одна самая известная версия. Корабль «Летучий голландец» принадлежал голландской Ост-Индской компании, а перевозили на нем самые разные товары — шелк, специи и краску. Капитаном судна был человек по имени Хендрик ван дер Декен, Хендрик ван дер Декен, совершивший много успешных рейсов. В 1641 году, во время пути в Амстердам, корабль угодил в шторм при попытке обогнуть мыс Доброй Надежды. Мореходы уже тогда не любили это место из-за частых бурь, обилия скал и сильного течения, приводивших к катастрофам. До 1488 года место даже носило соответствующее название «Мыс Бурь». Команда голландца просила капитана повернуть назад и переждать непогоду. В самой ранней версии истории он согласился развернуть судно, но не смог, буря была слишком сильной. Но чаще рассказывают, что Ван дер Декен хотел попасть в Амстердам как можно скорее и решил продолжить путь, что привело к гибели корабля. Отмечается, что он, возможно, был пьян в тот день или потерял рассудок, когда шторм начался. Экипаж корабля не стал мириться с решением капитана, и на судне начался мятеж. Но он ни к чему не привел. Ван дер Декен убил лидера бунтарей и выкинул его тело за борт. Разобравшись с проблемой, он провозгласил, что ничто не остановит его на пути к цели, и он готов огибать мыс, пока не наступит судный день. На эти слова откликнулась некая призрачная сущность, похожая на ангела. Она уточнила у капитана, действительно ли тот готов в вечность плыть на корабле. Ван дер Декен подтвердил свои слова, попутно нагрубив привидению. После этого корабль был проклят, и его поглотил шторм. С тех пор призрак судна с командой скелетов на борту плавает по морям всего мира без возможности пристать к берегу. Существует и другая версия. Согласно ей, капитану явился сам дьявол. Он также наложил проклятие на корабль, но дал моряку возможность снять его. Для этого Ван дер Декену надо было всего лишь заслужить любовь достойной женщины. Шанс сделать это появлялся у незадачливого морехода раз в 7 лет. Тогда он мог выйти на сушу и попытать счастье. Несмотря на то, что легенда о летучем голландце, скорее всего, является вымыслом, были попытки связать ее с реальностью. Так, в XVII веке жил капитан Бернард Фоке, который работал на голландскую Ост-Индскую компанию. Он прославился тем, что пересекал расстояние между Голландией и Явой, одним из островов в составе Индонезии, за кратчайшие сроки 3 с небольшим месяца. Из-за этого некоторые начали подозревать, что капитан заключил сделку с дьяволом. Впрочем, даже подвиги Фоке уже почти превратились в миф. В истории мореходства было несколько случаев, когда моряки говорили, что видели знаменитый корабль. В основном это случалось в XVIII-XX веках. Первое упоминание призрачного судна зафиксировано в книге Джона Макдональда «Travels in various parts of Europe, Asia and Africa during a series of 30 years and upwards» 1790 года, где он пишет, что легендарный корабль увидели моряки во время ненастной погоды. В работе он также описал базовую версию легенды, которую ему, вероятно, и рассказали эти самые моряки. На ту же историю ссылается и лондонский писатель Джордж Баррингтон в работе «A Voyage to Botany Bay» 1795 года. В книге он рассказывает о пропавшем у мыса Доброй Надежды голландском фрегате и замечает,
что моряки хорошо знакомы с этой легендой. Более подробный рассказ о встрече с летучим голландцем был обнаружен в судовом журнале корабля, на котором в 1881 году совершал кругосветное путешествие будущий король Великобритании Георг V вместе со своим братом Альбертом Виктором. Неожиданная встреча состоялась в Бассовом проливе, расположенном около Австралии. Корабль-призрак был замечен в 4 утра. Выдержка из судового журнала. Мы увидели странное ярко-красное свечение, словно от корабля-призрака. В нем отчетливо виднелись мачты, рангоуты и паруса брига, находившегося в 200 ярдах от нас. Дежурный офицер с мостика и мичман с квартердека ясно видели корабль. Последнего тотчас же послали на бак. Но когда мы подошли поближе, то не увидели ни намека на замеченный корабль, хотя ночь была ясной, а море — спокойным. Все бы ничего, но в тот же день в журнале появилась запись, что один из матросов, который якобы видел летучего голландца, упал с фок-мачты и разбился. Любопытное совпадение, учитывая, что многие верят в беды, которые приносят появление корабля-призрака. В 1939 и 1942 году несколько моряков также заявили, что видели голландца неподалеку от побережья Южной Африки. Позднее появилась гипотеза о причинах встреч с летучим голландцем. Их можно объяснить оптическим явлением фата-моргана. Когда оно происходит, то в море над горизонтом можно увидеть миражи предметов, которые находятся еще дальше. При этом изображения искажены и часто меняются. Нетрудно поверить, что моряки XVIII-XIX веков вполне могли принять среди ночи мираж за настоящий корабль. Так или иначе, благодаря легенде у нас появился один из самых ярких образов, связанных с морем. Леди Лавибонд имеет славу корабля-призрака, который является морякам раз в 50 лет. Эта легенда появилась еще в XVIII веке. Согласно ей, 13 февраля 1748 капитан трехмачтовой шхуны Саймон Рид отправился в морское путешествие вместе со своей новой женой Аннетой из Англии в Португалию. Их путь лежал через пески Гудвина, Гудвин-Сэнс, которые находятся около побережья графства Кент. Эти пески представляют собой группу отмелей, расположенных на оживленных морских путях. С XIII века там разбились тысячи кораблей. Крушение происходит из-за резкой смены погодных условий. Зачастую матросы не успевают заметить, что прилив закончился. Согласно одной из версий, раньше на месте песков был целый остров Ламеа, но около 1100 года море его размыло. Однако никаких подтверждений этому нет. Вся команда праздновала недавнее бракосочетание. Но на борту находился человек, которого свадьба Рида с Аннетой не радовала. Им был первый помощник капитана Джон Риверс, выступивший на свадьбе шафером. Согласно легенде, он был втайне влюблен в Аннету, и чем больше думал о ней, тем сильнее злился на весь мир, сожалея, что девушка вышла за другого. Когда корабль проплывал через пески Гудвина, Риверс убил боцмана и захватил управление шхуной. Затем он нарочно на полной скорости отправил леди Лавибонд на мель. Судно разбилось, а экипаж погиб. Остатки корабля растворились среди песков, и в ходе дальнейшего судебного разбирательства событие расценивалось как несчастный случай. Даже несмотря на признание матери Риверса, что ее сын перед поездкой клялся отомстить капитану Риду. Мир вспомнил про леди Лавибонд спустя ровно 50 лет. 13 февраля 1798 года команда каботажного судна «Элдридж» проплывала рядом с песками Гудвина. Внезапно капитан заметил трехмачтовую шхуну, которая с поднятыми парусами плыла прямо на них. Столкновение удалось избежать, и капитан уверял, что отчетливо слышал радостные голоса, доносящиеся с палубы корабля-призрака. Леди Лавибонд явилась и 13 февраля 1848 года. В этот день корабль увидели рыбаки. Им показалось, что появившееся из ниоткуда судно налетело на мель. Они отправились на выручку, но на месте предполагаемого крушения оказалось пусто. Похожую картину увидели очевидцы и в 1898 году. Наконец, последнее сообщение о появлении корабля-призрака датируется 1948 годом. На этот раз очевидец сообщил, что судно окутывало зеленое свечение. Однако в 1998 году историй о появлении загадочной шхуны не поступало. Интересно, что именно в этот год на песках Гудвина собралась любопытная публика, но ее ждало разочарование.
Авторы книги Lost at Sea, Ghost Ships and Other Mysteries пришли к выводу, что история леди Лавибонд — чистая фикция, ведь прямых доказательств существования корабля нет. По их мнению, журналисты выдумали легенду в честь Дня Святого Валентина в 1924 году. Именно тогда в газете Daily Chronicle впервые была опубликована эта история. Следующее появление корабля-призрака запланировано на 13 февраля 2048 года. Возможно, тогда кому-нибудь удастся подтвердить правдивость легенды. Огонь Палатина — легенда о горящем корабле-призраке, который появляется неподалеку от американского острова Блок, основана на реальном кораблекрушении. В августе 1738 года из Роттердама вышел британский грузовой корабль «Принцесса Августина». Он направлялся в Вест-Индию и по пути подобрал больше 200 мигрантов с территории Германии, которые хотели попасть в Америку. Подобные рейсы приносили неплохой дополнительный доход. Но в путешествии все пошло наперекосяк. Вода на судне оказалась непригодна для питья. Некоторые пассажиры подхватили лихорадку и скончались, а сам корабль сбился с пути из-за постоянных бурь. Принцессу Августину унесло к северу, и выжившим пришлось бороться не только с уменьшающимися запасами еды, но и с постоянным холодом. После смерти капитана командование принял первый помощник Эндрю Брук, который принял решение продавать оставшиеся припасы еле живым пассажирам. 27 декабря 1738 года корабль разбился около острова Блок. Брук пытался разными маршрутами достичь места назначения в Филадельфии, но из-за шторма и снегопада не справился с задачей. Согласно воспоминаниям выживших, Брук в первую очередь волновался о собственной жизни, поэтому покинул Августину первым вместе с остатками своей команды. Пассажиры должны были эвакуироваться сами. Местные жители приютили пострадавших, выходили их, помогли достать с корабля личные вещи и похоронили погибших, около 20 человек. Прием оказался настолько теплым, что несколько мигрантов решили остаться на острове. Сам же корабль, судя по всему, люди подожгли и потопили в море. Есть мнение, что на борту осталась некая Мэри Вандерлин, которую путешествие свело с ума. Женщина якобы сгорела вместе с кораблем, так как ее не заметили во время эвакуации. Также возможно, что она сама отказалась покидать Августину. Однако останки корабля обнаружить никому не удалось. Из-за этого появились слухи, что судно на самом деле починили и отправили в Филадельфию. Впрочем, есть и другая версия событий. Ее популяризовал американский поэт Джон Уитьер. От одного из жителей Рот-Айленда он услышал более мрачный рассказ, основанный на дурной славе острова Блок. Моряки не любили проплывать мимо него, поскольку местные жители постоянно заманивали корабли на берег и забирали себе весь груз, убивая несчастных мореходов. В стихотворении Уитьера «The Palatine» 1867 года местные жители завели корабль на мелководье сигнальными огнями, добили голодных и замерзших пассажиров, подожгли судно и спустили его в море, чтобы спрятать следы преступления. Спустя год у берегов острова появился горящий корабль-призрак, который с тех пор преследует жителей. Автор назвал судно Палатином из-за того, что оно, как и Августина, перевозило жителей из немецкого региона Пфальц, Палатинат, которых называли палатинами. Именно это название позднее оказалось у всех на слуху. И интересно, что жители острова с начала XIX века, а то и раньше, начали говорить о загадочных огнях, напоминающих горящий корабль, которые появлялись между Рождеством и Новым годом. Они утверждают, что очевидец может даже услышать крики той самой женщины, сгоревшей вместе с кораблем. Вероятно, Джон Уитьер общался с одним из тех, кто верил в появление корабля-призрака, и на этом построил сюжет стихотворения. На территории Новой Англии, расположенной рядом с островом Блок, верят, Палатин появляется, чтобы покарать жителей острова, которые давным-давно разграбили корабль, убив его пассажиров. Местное население, в свою очередь, рассматривает появление огня на горизонте просто как нехороший знак, предсказывающий плохую погоду. В 1947 году на месте крушения принцессы Августины историческое сообщество острова Блок установило памятник в честь жертв катастрофы Palatine Graves, 1738. Это единственное доказательство правдивости хотя бы части легенды. Но, как и во многих других случаях, точно подтвердить или опровергнуть историю уже невозможно.